В монастыре начало происходить что-то странное. У послушниц, молодых женщин, готовящихся стать монахинями, начали проявляться симптомы необъяснимой болезни. Вскоре правда стала неоспоримой. Послушницы были беременны. Но как? Как такое могло произойти в месте, куда не допускались мужчины? В монастыре царило смятение. Настоятельница, мать Агнес, изо всех сил пыталась разобраться в ситуации. Станция. Деревня бурно сплетничала. Слухи распространялись со скоростью лесного пожара. Новость о странном происшествии вскоре дошла до Джона. Но с чего бы такому человеку, как Джон, беспокоиться о старом монастыре, спрятанном в сельской местности? Втайне Джон был вовлечен в проект, далекий от его обычных занятий. Он разработал ультрасовременные скрытые камеры, крошечные, почти невидимые устройства, которые могли снимать видео, оставаясь незамеченными. Он намеревался использовать их для нового вида журналистских расследований, но ситуация в монастыре предоставила возможность, которой он не ожидал. Что, если его камеры смогут раскрыть правду, стоящую за этой тайной? Заинтригованный, Джон незаметно разместил эти камеры по всему монастырю. Он должен был знать, что происходит в его стенах. Миру нужны были ответы, и он был полон решимости их найти. И поэтому камеры были спрятаны в таких уголках, куда никому и в голову не пришло бы заглянуть. Проходили дни, затем недели, и записи начали раскрывать нечто гораздо более мрачное, чем кто-либо мог себе представить. Джон сидел в своем высокотехнологичном офисе, окруженный экранами, на которых отображались данные со всех уголков мира. Но его внимание было сосредоточено на одном конкретном видеоматериале — секретных записях из монастыря. Временами изображения получались нечеткими, но скрытые камеры выполняли свою работу. Джон просмотрел многочасовую видеозапись и поначалу не увидел ничего необычного. Монахини, занимающиеся своими повседневными делами, молящиеся послушницы, редкие тихие разговоры. Но с наступлением темноты стало происходить нечто необычное. На кадрах были видны странные движения, тени, скользящие по коридорам с наступлением темноты, двери, тихо открывающиеся и закрывающиеся, когда никто не должен был бодрствовать. Вскоре скрытые камеры запечатлели настоящую тайну монастыря. Проход, скрытый под старой неиспользуемой частью здания. Туннель вел к расположенной неподалеку семинарии, где молодые люди готовились стать священниками. Камеры Джона запечатлели, как послушники глубокой ночью тайком покидают монастырь и встречаются с этими молодыми людьми. Запретные отношения расцвели в тени, скрытые от глаз настоятельницы и других монахинь. То, что когда-то было местом священного поклонения, стало местом встречи для чего-то гораздо более мирского. Джон был ошеломлен этим открытием. Тайна больше не касалась необъяснимых беременностей. Речь шла о скрытом мире, который слишком долго держали в секрете. Монастырь, который когда-то считался обителью чистоты, теперь оказался замешан в скандале, который потрясет деревню, а, возможно, и весь мир до глубины души. Но что Джон должен был сделать с этой информацией? Он знал о силе того, что ему удалось обнаружить. Если бы эти кадры были обнародованы, это разрушило бы жизни новичков и молодых людей, вовлеченных в это дело. Но мог ли он с чистой совестью сохранить это в тайне? Джон был известен тем, что умел раздвигать границы, но эта ситуация требовала деликатности. На данный момент он решил придержать видеозапись. Рано или поздно правда должна была выплыть наружу,
но ему нужно было тщательно продумать, как действовать дальше. Последствия этого открытия могли быть далеко идущими. Мать Агнес, настоятельница монастыря, уже некоторое время чувствовала, что что-то не так. Необъяснимые беременности, перешептывание среди послушниц, ничего не сходилось. Она молилась о наставлении, но ответа так и не получила. Пока однажды к ней не пришел неожиданный посетитель. Джон, одетый просто и без обычной помпы, которая сопровождала его, появился у ворот монастыря. Он попросил о личной встрече с матерью Агнес, выражение его лица было серьезным. Настоятельница, хотя и была озадачена его присутствием, согласилась встретиться с ним. Она провела его в свой кабинет, где они некоторое время молча сидели друг напротив друга. «Я полагаю, у меня есть информация, которую вам необходимо знать», начал Джон спокойным, но твердым голосом. «В этом монастыре происходит что-то, о чем вы не подозреваете. Я обнаружил доказательства, которые могут объяснить ситуацию с вашими послушницами». Мать Агнес нахмурилась. «Какие доказательства? О чем вы говорите?» Джон глубоко вздохнул и начал объяснять. Он рассказал ей о скрытых камерах, о туннеле, о тайных встречах между послушниками и молодыми людьми из семинарии. Настоятельница в ошеломленном молчании слушала, как Джон излагал ей правду. Когда он закончил, мать Агнес с бледным лицом откинулась на спинку стула. «Это превосходит все, что я могла себе представить», — прошептала она. «Но почему именно вы оказались вовлечены в это? Почему пришли ко мне с этой информацией?» Джон слегка наклонился вперед. «Я здесь не для того, чтобы устраивать скандалы или причинять вред, но я считаю, что правда должна выплыть наружу, и я хочу убедиться, что к ней относятся должным образом. Если эта история выйдет наружу неосторожно, это разрушит жизни. Ты должен быть тем, кто обратится к ней раньше, чем это сделает кто-либо другой». Мать Агнес медленно кивнула. «Я понимаю. Но это будет непросто. Эти молодые женщины, они совершали ошибки, но они не злые. Я не хочу, чтобы их уничтожили». Джон встал. «Тогда мы будем действовать осторожно. Но правда не может скрываться вечно». С этими словами Джон покинул монастырь, оставив мать Агнес размышлять о предстоящем трудном пути. Мир в монастыре был нарушен, и теперь ей предстояло помочь ему пережить шторм. Мать Агнес провела ночь в молитве, ища совета, что делать. Тяжесть ситуации тяжело давила на нее. Доверие, которое она питала к послушницам, было подорвано. Но более того, святость монастыря была поставлена под угрозу. Она знала, что речь идет не только о нескольких запрещенных отношениях, но и о будущем монастыря, репутации церкви и жизни молодых женщин и мужчин, вовлеченных в это дело. На следующее утро она созвала собрание с послушниками. Они собрались в главном зале, где обычно звучали гимны и молитвы, но теперь царила атмосфера ожидания и страха. Послушницы понятия не имели, что произойдет, но они чувствовали, что что-то должно измениться. Мать Агнес стояла перед ними, крепко сжав руки. На ее лице отражались печаль и решимость. Она начала с объяснения, что знала о беременностях, о тайных встречах с семинаристами и о скрытом туннеле. В комнате воцарилась тишина. Некоторые послушницы нервно переглянулись, в то время как другие уставились себе под ноги, не в силах встретиться с ней взглядом. Этот монастырь был задуман как место благочестия, где мы живем в соответствии с данными нами обетами, сказала мать Агнес твердым, но сочувственным голосом.
Но в какой-то момент некоторые из вас забыли об этом. Я стою здесь не для того, чтобы осуждать вас, но мне действительно нужно сказать правду. То, что здесь происходит, является не только нарушением правил этого монастыря, но и нарушением доверия, веры друг в друга, веры в Бога. Послушницы хранили молчание, некоторые были на грани слез. Мать Агнес видела страх в их глазах, а также стыд и сожаление. Она сделала паузу, собираясь с мыслями, затем продолжила. «Я встретилась с человеком, который узнал всю правду о том, что здесь произошло. У него есть видеозапись, доказательства, которые могли бы уничтожить всех вас, если бы стали достоянием общественности. Но я ясно дал понять, что монастырь сам разберется с этим, проявив милосердие и понимание. Мы не позволим этому скандалу разрушить жизни, но мы не будем игнорировать последствия ваших действий». Послушницы были явно потрясены. До них начала доходить реальность ситуации. Они поняли, что то, что началось как тайные моменты страсти, теперь переросло в нечто гораздо большее, что может иметь далеко идущие последствия за пределами монастырских стен. Мать Агнес выступила вперед. Выражение ее лица смягчилось. «Я хочу, чтобы вы все кое-что поняли. Вы совершали ошибки, но эти ошибки не определяют, кто вы есть. Вас определяет то, как вы решаете взять на себя ответственность за эти ошибки. У нас здесь нет недостатков в прощении, но прощение требует честности и ответственности». Она глубоко вздохнула и приняла решение. Сюда будут вызваны молодые люди из семинарии. Вы встретитесь с ними, и мы позаботимся о том, чтобы они тоже осознали свою ответственность. Некоторые из вас сейчас ждут детей, и этим детям понадобятся родители, которые возьмут на себя ответственность. Мы не позволим замять это дело. Вместо этого мы будем работать вместе, чтобы построить что-то лучшее, основанное на истине. С. В комнате царило напряжение, но также и чувство облегчения. Слова матери Агнес были резкими, но в них также была надежда. Послушники понимали, что хотя их действия не останутся безнаказанными, они также не будут брошены на произвол судьбы. У них был шанс на искупление. Когда собрание закончилось, послушницы медленно вышли из зала. Их мысли были заняты тем, что их ожидало впереди. Мать Агнес осталась, думая о будущем монастыря и решениях, которые ей вскоре придется принять. Следующие несколько дней прошли в напряжении и подготовке. Мама. Агнес связалась с директором семинарии, отцом Сэмюэлем, и договорилась о том, чтобы молодые люди, участвовавшие в семинарии, приехали в монастырь. Отец Сэмюэль был глубоко обеспокоен этой новостью, но, как и мать Агнес, считал, что к сложившейся ситуации нужно подходить осторожно. Репутация молодых людей и их будущее священническое призвание висели на волоске. Когда семинаристы прибыли в монастырь, их провели в тот же зал, где только что проходили собеседования с послушниками. Атмосфера была напряженной, и молодые люди чувствовали серьезность того, что должно было произойти. Мать Агнес стояла в передней части аудитории рядом с отцом Сэмюэлем, который согласился поддержать ее в решении сложившейся ситуации. Послушницы уже сидели в одном конце комнаты, на их лицах читались страх и неуверенность. Семинаристы заняли свои места напротив них, выражение их лиц было одинаково озабоченным. Для многих из них это был первый раз, когда они увидели этих женщин с тех пор, как стало известно об их тайных встречах.
Мать Агнес не теряла времени даром. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы взглянуть правде в глаза», — начала она. «Каждый из вас сыграл свою роль в том, что здесь произошло. Вы нарушили данные вами обеты безбрачия и преданности своей вере. Но более того, вы подорвали доверие этого монастыря и семинарии». Отец Сэмюэль кивнул в знак согласия, его лицо помрачнело. «Мы все совершали ошибки в жизни, но важно то, как мы решаем реагировать на эти ошибки. Вам не грозит искупление, но искупление приходит с ответственностью. Ответственность. Некоторые из вас сейчас сталкиваются с реальностью отцовства, ответственностью, которую нельзя игнорировать. Семинаристы неловко заерзали на своих местах. Тяжесть содеянного давила на них, и было трудно вынести осознание того, что их действия имели реальные долгосрочные последствия. Впервые им пришлось столкнуться лицом к лицу с будущим, которое они создали не только для себя, но и для детей, которые скоро родятся. Мать Агнес посмотрела на каждого из них по очереди. «Мы не отвернемся от вас, но и не позволим вам уйти, не взяв на себя ответственность. Монастырь и семинария будут работать сообща, чтобы обеспечить воспитание этих детей в любви и заботе. Но вы должны быть частью этого. Вы должны быть на стороне женщин, с которыми у вас были отношения, и вы должны принять на себя ответственность за последствия своих действий». В зале воцарилась тишина. Серьезность ситуации тяжело давила на каждого из присутствующих. Для семинаристов это был момент расплаты. Их будущее как священников было теперь неопределенным, но их роль отцов неоспорима. Дни, последовавшие за столкновением, были наполнены трудными разговорами, но также и надеждой. Семинаристы и послушники встречались небольшими группами, обсуждая свое будущее, свои обязанности и реальность произошедшего. Для многих это был первый раз, когда они по-настоящему задумались о последствиях своих действий. Джон, хотя и играл закулисную роль в открытии, продолжал наблюдать за ситуацией на расстоянии. У него не было желания вмешиваться в это дело еще больше, но он с облегчением увидел, что монастырь справляется с ситуацией с достоинством и состраданием. Скрытые камеры сделали свое дело, открыв правду, но Джон предпочел не публиковать отснятый материал. Для новичков и семинаристов реальность их положения больше не была чем-то, от чего они могли убежать. Мать Агнес ясно дала понять, что хотя их действия вызвали скандал в монастыре и семинарии, у них также есть возможность для прощения и духовного роста. Молодые женщины. Женщинам и мужчинам был дан шанс взять на себя ответственность, и теперь им приходилось сталкиваться с последствиями своих решений лицом к лицу. Шли дни, и разговоры между послушницами и семинаристами становились все более глубокими. Когда-то они были погружены в тайну и трепет своих запретных отношений, но теперь были вынуждены воспринимать друг друга не просто как любовников, а как партнеров в гораздо более серьезном деле — воспитании детей. Некоторые пары, осознавая серьезность своего положения, обсуждали брак. Другие говорили об ответственности родителей и о том, как они будут работать вместе, чтобы обеспечить своих детей, сохраняя при этом уважение к духовному пути, который они выбрали. Монастырь, некогда бывший местом строгих правил и непреклонных традиций, превратился в место преображения. Мать Агнес неустанно работала вместе с отцом Сэмюэлем над созданием новой структуры, которая позволила бы послушницам и семинаристам растить своих детей с любовью и заботой, а также обеспечивала сохранение святости монастыря и семинарии. Скрытый туннель был закрыт навсегда,
и были приняты новые правила, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Решение пожениться было принято нелегко. Для многих это был трудный шаг, о котором они даже не подозревали, когда поступали в соответствующие религиозные учреждения. Но, как напомнила им мать Агнес, их обеты Богу не исключают необходимости нести ответственность за свои поступки. Вступив в брак, они смогли бы растить своих детей в любящей и стабильной обстановке, а также продолжать свои духовные путешествия новыми и значимыми путями. Для Джона, который наблюдал за развитием всей ситуации, решение было неожиданным. Подозреваемый. Первоначально он установил скрытые камеры в монастыре с намерением разоблачить любую коррупцию или правонарушение в религиозной общине. Однако то, что он обнаружил, было не историей злого умысла или обмана, а историей о человеческой слабости, любви и искуплении. Решение не публиковать отснятый материал далось ему легко. Не было никакой необходимости подвергать этих молодых мужчин и женщин суровому осуждению мира. Вместо этого история монастыря осталась личным уроком для тех, кто в ней участвовал, уроком любви, ответственности и силы прощения. Шли месяцы, и в монастыре происходило много изменений. Послушницы, ставшие матерями, теперь приспосабливались к своей новой жизни, совмещая свои духовные обязанности с родительскими обязанностями. Семинаристы, которые когда-то мечтали стать священниками, теперь учились быть отцами, брать на себя ответственность за своих детей и поддерживать своих партнеров. Это было не то будущее, которое они себе представляли, но которое они были полны решимости использовать наилучшим образом. Дети, родившиеся в результате этих отношений, стали символом надежды для монастыря и семинарии. Хотя их рождение было связано со скандалом, теперь в них видели невинные души, заслуживающие любви и заботы. Сообщество, некогда разделенное стыдом и виной, объединилось, чтобы поддержать новые семьи. Мать Агнес, которая была в центре скандала, теперь рассматривалась как руководящая сила, помогающая молодым родителям ориентироваться в их новой жизни, сохраняя при этом их духовный путь. Джон, сыграв свою роль, спокойно вышел из ситуации. Он никогда не собирался вмешиваться в жизнь послушников и семинаристов, но его скрытые камеры выявили правду. Теперь, когда монастырь встал на путь исцеления, он почувствовал, что пришло время заняться другими делами. Его недолгое участие в этом деле напомнило ему, что даже в самых неожиданных местах человеческая жизнь полна сложностей, вызовов и возможностей для роста. Месяцы превратились в годы, и монастырь, который когда-то был потрясен скандалом, стал местом обновления и роста. Дети, родившиеся в результате запрещенных отношений между послушницами и семинаристами, росли в окружении любви не только своих родителей, но и всей общины. Монастырь превратился в место, где прощение и ответственность стали главными ценностями. Мать Агнес, ставшая теперь намного старше, вспоминала о событиях, которые тогда происходили, с чувством умиротворения. Это был нелегкий путь, но она мудро и с состраданием помогала новичкам и семинаристам пережить трудные времена. Монастырь столкнулся с кризисом, который мог привести к его распаду, но вместо этого он стал сильнее, более понимающим и стойким. Молодые мужчины и женщины, которые когда-то были окружены тайной и стыдом, извлекли ценные уроки. Они столкнулись с последствиями своих действий, но им также была предоставлена возможность расти. Многие из пар, вступивших в брак на волне скандала с людьми, все еще были вместе, воспитывая своих детей в духе любви и сотрудничества.
Некоторые из семинаристов решили продолжить свой духовный путь, став лидерами в своих общинах и обучая других важности ответственности и прощения. Джон, который начал эту цепочку событий со своих скрытых камер, перешел к другим проектам. Но история монастыря не выходила у него из головы. Это показало ему, что даже в местах, где правила и традиции строго соблюдаются, человеческие эмоции и взаимоотношения не всегда можно контролировать. История послушников и семинаристов напомнила ему о том, что жизнь непредсказуема, полна испытаний и возможностей для роста. Сам монастырь стал символом искупления. Он перестал быть просто местом строгих правил и религиозной преданности. Он стал местом, где люди могли учиться на своих ошибках, брать на себя ответственность за свои поступки и с достоинством двигаться вперед. Изменения, произошедшие после скандала, позволили монастырю оставаться местом убежища и духовного роста для будущих поколений.